Все, что есть в нашем мире, в нашей личной реальности, все дело рук нас самих. Так что берите себя и свою жизнь в охапку, слушайте себя, слышьте себя, начните работать над собой. И кто знает, может уже завтра или через месяц вся ваша жизнь изменится. 30 дней на мечту. Даша, привет. Привет. С каким запросом ты пришла в эксперимент 30 дней на мечту? Я пришла с очень личным запросом. Я сейчас готова заплакать. После развода у меня прошло 3 года. У меня есть замечательная дочь, но уже 3 года в моем окружении абсолютно нет мужчин. И то есть я прекрасно оцениваю себя, да, там, что внешне, в принципе, даже очень ничего, баба-огонь. Но я не понимала причины, почему их нет. То есть даже если мужчины появляются, они просто, растворяются. Они меня боятся. Меня, правда, то, что мне было бояться. Я прекрасно понимала, что у меня очень властный характер, что будет так, как я сказала. И я пришла с запросом, наверное, понять, что мне в себе необходимо изменить для того, чтобы мужчины перестали видеть во мне просто генерала. Как я поняла, когда ты записывала, запрос свой, ты сказала такую фразу, что я отпугиваю мужчин. По каким признакам ты это поняла? А на самом деле, когда общаешься с мужчинами, ты понимаешь, что они не могут тебе противостоять. То есть я понимала, что я начала своим напором, то есть я как чувствовала, что мужчина дал слабину, все, друг, извини. На самом деле, мне кажется, это я вставала в защиту, то есть я понимала, что мужчина должен уметь меня защищать, но раз он мне дает слабинку, все, нет в нем защитника. Но это было на самом деле на тот момент понимание, такое поверхностное. А от чего защищать? Наверное, тут хороший вопрос, и мне кажется, такой сейчас инсайт пришел, что не защищать меня, а что я сама защищалась. То есть как только я чувствовала, что мужчина сильнее меня, я начинала вступать в контратаку. Ой, давай померимся одним причинным местом, кто сильнее, кто в доме хозяин. Даш, если чуть-чуть назад вернуться, ты сказала, что ты была замужем, что ты воспитываешь сейчас 3-летнюю дочку прекрасно. Что с твоим мужем было не так, Где он дал слабину? Почему вы разошлись? Сейчас, анализируя, в принципе, всю ситуацию, и не должны были сходиться. То есть в тот момент, мне уже было 26 лет, мне очень хотелось замуж. Мне прям уже дико хотелось замуж, да должна же я выйти замуж тоже. А со своим бывшим мужем я была знакома с 13 лет, то есть мы друзья детства. И тут у меня сработал принцип, что в принципе, раз давно знакомы, в принципе вместе комфортно, но почему бы нет? Какая там уже любовь, чувство? Уже хорошо вместе. Он, в принципе, был не против. Я захотела, он пошел, все. Но здесь я не учла момент, что мы с ним очень разные. То есть я в 10 уже сплю, у него в 10 начинается бодрствование. То есть я в 5 утра встаю, для меня это комфортное время. Он в 5 утра спит. Мне нужны выходные движения, куда-то поехать. Ему нужно просто отоспаться, отдохнуть. Мне нужно, чтобы на празднике мы были семьей, там вместе. Ему нужно в какие-то, он event-менеджер, мероприятия, куда-то уехать. И на почве этого мы поняли, что у нас не сходится инь-янь. И за счет этого, наверное, это было такое правильное решение разойтись. А с кем из экспертов ты работала в течение этих 30 дней? В течение 30 дней я работала с Оксаной. Мы очень много с ней работали, очень много прорабатывали. Мы работали с Екатериной, с Викторией и с Галиной. С Дашей мы провели 4 сеанса, и параллельно мы еще общались в Телеграм, у нее были задания. Пришла Даша у нее был запрос встретить мужчину. После первой консультации что я поняла? Во-первых, то, что Даша находится... То есть, у нее было слишком такое, как скажем, очень сильное желание, это очень сильное желание, чтобы встретить мужчину. Когда у людей такое очень сильное желание, то есть я понимаю как специалист, что это говорит о том, что это желание чем-то перегружено. Если это желание чем-то перегружено, соответственно, минимально, что мы можем туда дойти за очень короткое время. Поэтому для начала я предложила Даше посмотреть в сторону, где она находится в своей жизни. Мы делали с ней упражнение Мюррей, это было ее домашнее задание.
И там оказалось, я почувствовала, точнее, да, что Даша, она находится в служении, в переплетении как бы с судьбой своей матери. Но она не была готова это услышать, соответственно, я ей предложила сделать 2 такие таблички, вот эти круги по Мюррей, да, как бы одна это делает она, и вторая это делает она, как будто бы она это ее мама, и делает это она. У Даши была очень жесткая энергия такая, то есть вот я сама, тра-та-та, сейчас мужика заполучу и все будет, если так можно выразиться, да. И, соответственно, я понимала, что ее женственность, она где-то тоже подавлена, поэтому мы работали с ней с темой женственности в том числе, и есть такое очень хорошее арт-терапевтическое упражнение по раскрытию женственности, это цветок. Значит, она не была в контакте с телом, но чтобы обойти защиту, нам необходимо как бы подключать бессознательное, подключать телесные процессы, дабы раскрыть ее женственность и соединить ее с телесностью. Ну, во-первых, у нее были рисуночные практики, во-вторых, у нее было очень хорошее такое задание – это промасливание тела. Были сложности только, наверное, в самом начале, когда Даша за счет того, что у нее были эти защиты, потому что она сама учится на коуча, и вот такие люди, которые прошли психологов и так далее, они, как правило, очень, ну, такие, я все знаю. Я замечала, что был прогресс, и как я это почувствовала? Ну, это был очень красивый процесс, потому что Даше удалось выйти из своей головы, ей удалось выйти из служения своей семье, ей удалось сместить дочку на позицию все-таки, что это дочка. Ей удалось стать все-таки и занять центр своей жизни. Ей удалось снизить значимость. Вот, то есть мы еще работали с папой там в процессе, да, то есть она увидела наконец это и осознала, что мужчина может быть не папа, а что мужчина может быть другой, совершенно другой, тот, которого я еще не знаю. И что самое главное, мне кажется, вот что у нас получилось, ну, во-первых, что она с телом пошла соединяться, без слова, что у нее запрос стал не из головы, а именно вот из желания близости. Да, моя первая консультация проходила с Дарьей. Но это было очень интересно, потому что когда у нас началась консультация, я прям почувствовала, что у человека идет стена. Вот она, все, что я ей не говорю, она прям воспринимает вот с такой вот неуверенностью, она не хочет слушать, она как бы ограждается от меня. И мы с ней достаточно долго, у меня с ней консультация проходила 2,5 часа. Мне нужно было пробить эту стену, а эта стена была непробиваемая. И Дарья пришла с запросом, почему от меня отворачиваются мужчины, почему я не могу найти мужчину своей жизни, своей судьбы, да. И когда я стала разбирать, я посмотрела сначала по рунам, какой же мужчина к ей подходит, а потом сделала разбор по нумерологии. Получается, что в прошлой жизни она тоже была женщина, она выполнила свои задачи на 60%. И ошибку, которую она допустила в прошлой жизни, у нее было надменное отношение к другим людям. И вот прям эта надменность, она проявлялась и сейчас. И также она была жадной на эмоции, и на любовь, и к деньгам у нее была вот эта вот жадность. И вот в этой жизни ей нужно как раз научиться вот убрать эту жадность из своей жизни. Вообще, когда она научится довольствоваться тем, что ей дают, то, что вот ей дает Вселенная, и она будет радоваться этому, тогда ей будут давать больше, и мужчины будут приходить к ней те, которые ей нужны, потому что по запросу она хочет не тех мужчин, которые действительно ей нужны. Вот, ей нужен домашний, спокойный, семейный такой мужчина, а к ней идут мужчины, ну, которые где-то даже, может быть, сильнее ее, а где-то просто, ну, для таких легких отношений, да, а она к ним не готова. Она поставила себе определенные, скажем так, рамки, да, вот что семья, она должна быть вот так, вот так, вот так. Мужчина должен быть вот такой, вот такой, вот такой. Мужчина должен делать вот это, вот это, вот это. И когда я говорю, что Даш, мужчина тебе ничего не должен. Вот еще интересные факторы, что планетарная задача Дарьи, то, для чего она пришла на эту Землю, да, что она должна дать, она жрец. И ее самая главная задача, она должна людей примирять. Ей ни в коем случае нельзя создавать конфликты. Нельзя. Для проработки, во-первых, своих обид, я ей сказала, ну самое простое, это, как говорится, бумага все стерпит. Берем ручку,
берем тетрадку и начинаем писать. И прям сначала начинаем писать всю свою боль. Всю грязь ты вылил, и у тебя остается только свет внутри. И в конце ты заканчиваешь, да, я благодарю тебя за то, что ты пришел в мою жизнь. Ты мне дал вот эту боль, да, это не просто так, это боль, это для проработки, это для роста, опять же, Дарьи. Но это нужно было понять, это нужно было принять. Вот. И когда в конце мы заканчиваем с благодарностью, с любовью, мы потом берем листики эти, сжигаем, и стихия огня, прими, да, мою боль, пускай она уйдет от меня, этот пепел потом мы берем, смываем в унитаз, и также просим стихия воды, забери эту боль мою. Все. И Дарья, самое главное, да, она хочет отношений, но она к ним не готова. Она сама сейчас просто себя обманывает, и ей нужно наполниться самой, раскрыть себя, и тогда к ней придет мужчина, действительно тот, который ее оценит, который ее полюбит, который ее примет. Еще очень классная практика, я ей сказала, опиши своему мужчину, прям детально. Это самое интересное, это работает, и действительно он тогда придет. Ну, когда ты будешь готова. Сейчас она не готова. Первое, на что я всегда обращаю внимание, когда... Ну, то есть можно сделать сразу какие-то выводы о человеке, только просто взглянув на фотографию. Что я увидела на фотографии, которую прислала Даша? Вот рука была вот в таком положении. О чем это может говорить? Во-первых, человек закрыт. То есть человек не открыт к возможностям, не готов принимать что-то. Да? Он вот это все, вся ее суть. С Дашей мы общались 2 раза. Первый раз это была нумерологическая консультация, потому что я увидела такой достаточно сложный и интересный потенциал у нее. Она очень сильно контролирует себя и окружающих. Она не дает возможности расслабиться себе и требует того же от других. Я ей, конечно же, сказала, что, Даш, другие люди не обязаны быть такими, как тебе надо или как ты хочешь. Ты должна научиться принимать других людей. Первая консультация так вот было сложно немножко, потому что она очень, с одной стороны, уверенная в себе и такая непробиваемая, как стена. С другой стороны, за этим всем кроется очень такая вот чувствительная натура, которой, конечно, нужно помочь. Следующая консультация у нас, я ей рассказала про ее сильные и слабые стороны, да, она впечатлилась, совсем согласилась, дала ей рекомендации, как простыми методами можно гармонизировать, да, вот эти ямы и бугорки, как это все нужно разровнять, скажем так. А вторая консультация была уже непосредственно по рукам. Но что ждет от меня человек обычно? Во сколько будет муж? Я говорю, Даш, подожди. Говорю, я это ставлю на самое последнее в нашем разговоре. Потому что, как получается, человеку говоришь, у вас будут отношения через 3 года. Человек сел, ручки сложил и ждет, когда принц в дверку постучится. Так, конечно, не подходит. И моя задача была сдвинуть ее с этой точки ожидания, причем ожидание у нее такое, что все по-правильному, вот в ее голове как-то это там уже представлено, что человек должен быть такой и никак иначе. В общем, мы долго беседовали, и я ей сказала, что линия сердца ее такова. Это линия такая, что человек очень долго, собственно, всю жизнь копил разочарование в своем сердце. И, конечно, за одну сессию это не проработать. Я, конечно, и порекомендовала с психологом работать. Это обязательно проработать все обиды на мужчин, потому что она считает так, все мужики козлы. А если ты так считаешь, то мир тебе только подтверждает. То есть сменить типаж партнера однозначно. То есть если не сменить, не внутренне, не проработать, не понять свои ошибки, не быть готовой принимать, будет то же самое. Будут сплошные разочарования. Ко мне обратилась Дарья, молоденькая девочка, у нее уже около 3 лет нету личной жизни, никак не может встретить своего мужчину. А после того, как ее бросил супруг с маленькой дочкой, ей приходилось все время работать, и личной жизни никак не появлялось, никак не найти ей было мужчину. Мы с ней встретились также
две встречи. Первая это была диагностика, на которой она мне рассказала про себя, какие у нее проблемы, что она хочет узнать. И вторая тоже была регресс. Сеанс регрессии тоже длился около 2,5 часов, в ходе которой первое, что ей показали, что у нее в руках очень такие большие-большие комки льда, это снега, это мужчина интуитивно чувствует, что очень много боли, очень много разочарований связано с супругом, поэтому они чувствовали этот холод, чувствовали этот лед, и они отодвигались от этого. И им было лучше дистанцироваться от этого холода, потому что очень много было проблем, поэтому они убегали, условно говоря. Все эксперты, несмотря на то, что они вообще из разных областей, науки, эзотерики, они все на самом деле сошлись в одном, что ты слишком правильная, что ли, да? Что вот ты видишь, мой муж должен быть таким. И раз такой списочек из 100 критериев, моя семья должна быть таким, и еще там 100 критериев. Откуда эти критерии? Это из сказок. Я в детстве была таким вот очень воодушевленным, мечтательным человеком, да, то есть я верила в принца, что всегда вот должен принц появиться, и вот на этом коне прискакать, и спаси меня из лап работы и всего остального. Вот оно, откуда спаси меня от какого-то такого непонятного. За время эксперимента произошло 2 очень незначительных, казалось бы, события, но мне кажется, что очень показательных. И первое событие – это в нашем проекте участвовал мужчина Владимир. Здравствуйте, мои хорошие. Я сегодня записываю видеоотзыв об участниках проекта «30 дней на мечту». Все девочки от него в восторге. Но у тебя не сложилось с ним с первой встречи, причем не сложилось до такой степени, что он покинул чат и ушел. Почему? А вот тут как раз-таки вступило противостояние. Померяемся причинным местом. То есть Владимир, у нас началась консультация с того, что Владимир начал отвергать все мои доводы. То есть это ерунда, это неправильно. И я поняла, что тут позарились на мою территорию. И, соответственно, я вошла в конфронтацию. То есть я не стала анализировать и прислушаться, да, либо сказать просто: Владимир, мне некомфортно сейчас. Я, во-первых, начала подстраиваться, да, вот стерпится, слюбится, да, а по факту должна была сказать: стоп, Владимир, вот мне вот так некомфортно, давайте попробуем по-другому. Накал страстей пошел, и я уже на привычном себе языке начала давать отпор, то есть я пошла в агрессию. Я закрылась и пошла в агрессию. Я анализировала. И самое интересное, после этого, во-первых, я с Владимиром, я думаю, ты знаешь, да, я и тебе писала, что с Владимиром сначала не понимала, говорила: нет, я даже не хочу. А потом через 2 недели у меня такой вот инсайт произошел, что на самом деле он был прав. Я ставлю стену. Я просто вот огородила себя стеной непроницаемой, и туда не пройдешь. После развода я каким-то внутренним голосом сказала: в принципе, окей, ушел, до свидания, я совсем справлюсь сама. Я буду и мужчиной, и женщиной, и ребенка воспитаю. И в этот момент я приняла на себя роль мужчины. Но мужчина с мужчиной не уживаются. И еще был такой звоночек от друзей, от людей, которые со мной давно общаются, что у меня стал очень тяжелый взгляд. То есть я своим взглядом оценивающим, не легкий женский, да, я девочка, и вот все так легко и просто, а именно оценивающий, когда ко мне страшно подойти. Это на самом деле очень сильно заставило задуматься, и постепенно от Оксаны мы убирали эту стену, да. Я встала в женский круг, я почувствовала, что мне нужна защита. И вот последнюю неделю я поняла, чего конкретно мне не хватает. То есть раньше нужен мужчина. Для чего? Зарабатывать, там, ухаживать, не знаю. Какие-то вот такие ключевые, да, были базовые критерии. А сейчас мне дико не хватает просто тактильного контакта. Мне не хватает, чтобы меня просто обняли. Мне не хватает, что вот этого какого-то мужского... просто вот плеча, когда ты можешь прийти, девочка, и поплакать, сказать: блин, мне так все плохо, мне так устала, я не хочу 5 утра вставать. Не вставай, справимся. Сеанс регрессии. Вы с Екатериной погрузились, так скажем, на 3, по-моему, да, уровня воплощения. И я знаю, что ты мне после этого написала: Оля, я все поняла. Что ты поняла? Что ты увидела? Дарья увидела несколько жизней, и самая такая запоминающаяся была, это когда ей показали, что она была очень властной воительницей. Мужчиной она была.
Она хотела подчинить себе людей. Там очень было много боли, очень много было страданий другим людям и там прям захватить весь мир. Естественно, это передалось в эту жизнь как очень властное, очень эгоистично, очень своенравное. Я хочу, значит, он будет моим. Так же и было с ее супругом, который в итоге ее бросил. Хотя она планировала, душа ее планировала не так. Душа ее планировала 3 детей, муж, дом. Но из-за того, что с той жизни передалось очень властно, я хочу, ты будешь моим. И вот подобрала не своего мужчину, который стал отцом ее ребенка. Вот. После трансформации в сеансе она поняла с другой точки зрения, как ее видит мужчина, как на самом деле она ведет, почему она так ведет себя, да? Это не просто потому, что у нее такой характер, а характер у нее на подкорке отложился, когда она была очень властным правителем. Она хотела вот только по ее будет, и все. То есть возомнила себя Богом, да, и поэтому ей показали, почему так происходит. Мы все трансформировали, и сейчас трансформации, конечно же, у нее еще идут, но, по крайней мере, поняла причину. А мы опустились на один уровень, где я увидела себя в роли Гитлера в юбке. То есть, когда просто я уничтожаю весь мир. Я сижу на троне, я уничтожаю мир. Потом мы опустились еще ниже, и я увидела там себя счастливой невестой, я видела свою свадьбу. Это еще, вот до сих пор у меня образ стоит, мужчина, я в платье, это года 60-е. Дальше я опустилась, и было время войны, я опять все уничтожаю. В прошлых своих воплощениях было либо, как я сказала, либо я все уничтожу. И вот откуда у меня вот идет вот это, что я должна быть в центре, что все должно быть по-моему. А в конце я взяла яблоки. Мы анализировали с ней то, что у меня в руках снежный ком, и откуда он. Мы нашли те отношения, откуда у меня появился этот снежный ком. Это еще было до замужества, задолго у меня была очень большая любовь. К сожалению, она не сложилась. На самом деле я была девочкой-девочкой. Я была очень наивной, податливой, вот такой вот прям вот. И все вот, как видите, влюбленных людей, вот я была вот такой. К сожалению, были тяжелые отношения, действительно, мужчина был очень тяжелый, и он встретил другую девушку. А отношения вот у нас 3 года длились, мы жили вместе, не сложились. И потом же я когда отдала ему вот этот снег, у меня появились яблоки. И я сначала не понимала, почему здесь яблоки? Откуда, в принципе, яблоки? Я не люблю яблоки. А это вот как раз то, что мы со всеми экспертами прорабатывали. Любовь к себе. Я наконец-таки то есть я потеряла просто любовь к себе. А когда ты не любишь себя, в принципе, тебя никто не любит. И я долго не могла это понять, да я себя люблю. Нет. Ты делаешь вид, что ты себя любишь. Ты делаешь процедуру, потому что надо. Ты меняешь образ, потому что надо. А надо кому? Я вот немножко назад чуть-чуть вернусь по поводу вот Гитлера в юбке, да, разрушения. Ведь и Галина, и Виктория, да, хироманты, и Галина нумеролог, они вообще предостережение такое тебе делали, да, что в этом воплощении тебе нужно, наоборот, объединять, гармонизировать. Вот что еще они тебе сказали? Да, и на самом деле мы проговорили с Галиной. Причем самое интересное, когда мы с ней созвонились, она сначала тоже ко мне, так как будто стену выстроила, и я стену выстроила. А в конце вот у нас прям обнять прям вот. И по душам поговорить. Она мне сказала одну вещь. По факту у тебя очень много внутри любви к живому, да, то есть, я люблю защищать животных, я всегда плачу над новостями, когда там, вот с Казани, когда было, я прям очень тяжело перенесла новость. Я люблю помогать, и у меня всегда была потребность помогать людям, вот поэтому я отучилась на коуча, то есть я растворяюсь в этом, я вот в этом живу. Я люблю помогать безвозмездно, то есть мне не нужно, чтобы потом мне говорили, ты так вот молодец. Нет, мне важно, чтобы людям было хорошо. И вот в этом воплощении, да, это и есть моя цель, но очень аккуратно ее нужно делать, потому что одна из проблем, которую тоже мы разбирали, что я очень много стараюсь помогать, то есть просит меня, не просит об этой помощи. Вот я пытаюсь отдаться вся, то есть сама себя на маленьких Дашек дарю. У тебя еще был таролог Алена, и ты категорически сопротивлялась, чтобы таролог тебя смотрела. Что такого страшного она тебе рассказала? У меня есть такое убеждение, да, у всех свои убеждения, что как бы
карты меняют жизнь, да, там могут на что-то повлиять. Это я сейчас понимаю, что ну, это просто расклад. Да, но вот убеждения, они все равно откуда-то появляются. И после встречи, на самом деле, с Галиной, мне было страшно к тарологу, потому что Галина говорила и страшные вещи достаточно, да, если там не начать меняться, тяжелые. Ну, в итоге вышли на позитив, это радует. И на мое удивление, таролог, в принципе, мне сказала главную вещь, наверное. Все, что было плохое, оно уже прошло. И теперь вот как только я захочу, будет все. То, что, наверное, повлияло то, что она была еще в конце, и я очень много уже проработала. И то, что все, что нужно для того, чтобы устроить счастливую личную жизнь и встретить мужчину, у меня уже есть. А самое главное, как ты поймешь, что ты встретила того мужчину? У меня внутри ёкнет. У меня до этого, я сейчас тоже анализирую, у меня правда не ёкало. И, кстати, Вика, да, Хермант, она подметила одну очень важную такую деталь, что она говорит, ну вот с Дашей проработали. Потом она говорит, ну что, когда? Ну когда же уже там будет муж? Хочется быстрее. Ты знаешь, Оль, когда ты уже 3 года один, все равно это очень тяжело для женщины быть одной. Свою нежность, да, потому что к ребенку это, ну, совсем другая нежность, ну, ты знаешь, да, то есть дети это совершенно другое. А хочется эту женскую свою нежность выплеснуть. И она в тебе копится и превращается в негативный ком, который тебе некуда, в принципе, деть. И поэтому хочется понять, когда я этот ком, когда смогу вот это вот задушить человека своей нежностью. Звучит опасно. Твой идеальный мужчина? Это хороший вопрос, и у меня есть такое вот понятие смузи-качество. Не знаю, такое смузи-качество. То есть люди абсолютно разные, да, идеальных людей их нет. И я сейчас это приняла, что в принципе у всех есть свои недостатки. Но поговорите об этом. Что тебя устраивает, что его устраивает, да, не то, что я сказала, и будет так. Нет, так не будет. Счастья в этом не будет. То есть нет уже вот этих критериев. Нет. Так, 45-й размер, здесь 44-й не подходит. Нужно... Ты знаешь, наверное, мне сейчас... Я не представляю, как он должен быть идеально внешне. В принципе, да, мне могут нравиться блондины, но я влюблюсь в брюнеты. Должно ёкнуть. Но я знаю, что должно быть по характеристикам. Я знаю, что у него должно быть отменное чувство юмора. И всегда привожу в пример Дэдпула. Вот. Реальная реальность. Мне очень нравится. Такой пограничный юмор. Он должен быть очень галантным. В плане он должен быть подвинуть мне стул. Я люблю, да, когда вот именно такие вот ухаживания. Я знаю, что мне нужно писать каждый раз, как ты, солнышко, как ты еще что-то. Я перестала ценить слова. Я люблю действия. И для меня важно, чтобы человек был очень легкий. Потому что я сама очень динамичная и подвижная. Я люблю развиваться. И важно, чтобы человек тоже любил это, да, то есть чтобы ему это нравилось. Потому что я считаю, что люди развиваются вдвоем. Если я развиваюсь, а он стоит, да, то все равно я буду опускаться на его уровень, либо он будет стараться меня догнать. И это пойдет дисбаланс. А когда вот вы друг друга наполняете, он где-то умнее тебя, да, ты где-то больше знаешь. И вот вы вот прям как пазлы сошлись, то есть вы получаете целую картину мира. Даше я бы предложила дальше продолжать смотреть и работать в сторону раскрытия своей женственности, в сторону раскрытия своей сексуальности. Возможно, вот все-таки ее энергия, она начала меняться, да? Возможно, перейдет на другую работу, да? Ну, развивать все стороны своей жизни и делать так, чтобы ей прежде всего нравилось самой, чтобы она получала кайф и удовольствие от своей собственной жизни. А дальше уже мужчина, безусловно, встретится тот, который ей нужен, который ей необходим. Я Даше советую только открыть себя, убрать этот блок, потому что в конце она сняла эту стену, и она такая, фух, мне даже стало легче. Я прям, говорит, вот я как будто ожила. У меня, говорит, как будто крылья за спиной открылись, когда я убрала этот блок, сняла эту стену, и она пошла на контакт, и мы стали с ней разговаривать. И я смогла как бы с ней делиться вот этой вот энергией, да, вот этом в потоке быть с ней, и ей стало легче. И вот я ей желаю вот раскрыть себя, чувствовать и не быть, у нее еще есть тоже такое внутреннее, что она как будто всем должна. Я говорю, Даш, ты никому ничего не должна. Ты можешь людям помочь только в том случае, когда ты действительно сама наполнена, да? Неважно, как ты будешь делиться. С кем-то ты можешь поделиться добрым словом. Это настолько сейчас ценное, доброе слово,
Кому-то ты можешь дать деньги, да, из родственников, если попросят. Опять же, если они у тебя есть, не в ущерб себе. Никогда не нужно делиться в ущерб себе. Вот. Не пытаться брать ответственность за всех на себя. Это тоже очень плохо, потому что ты тем самым не даешь тому человеку выполнить его кармические задачи. Мало того, что ты сама не выполняешь свое, ты еще от других на себя все навешиваешь. И в итоге что? Ни тебе не хорошо, ни тем людям не хорошо. Но вот здесь тоже как бы нужно научиться это делать. И у нее получится. Она мне уже писала, что у нее все, она начинает идти как бы. И это классно. Классно, что она доверилась, что она пошла, потому что она не просто так пришла в этот марафон. Вот я когда, говорю, посмотрела ее, и те заболевания, которые у нее стоят, если она не встанет на свой жизненный путь, я сказала: Даш, я тебе даже говорить их не буду. Вот честно. Я ей сказала, что, говорю, онкология, может быть, а все остальное я даже не стала перечислять. Вот. Потому что, не надо. Тем более, если человек еще мнительный, он может на себя цеплять. Поэтому не всегда человеку нужно говорить все. Нужно видеть человека и понимать, насколько он готов принять эту информацию. Она молодец, она смогла принять информацию, она смогла ее переварить, и она смогла начать себя менять. Это вообще класс. Во-первых, менять свои привычки, делать что-то непривычным образом. Например, ты вставала с правой ноги, вставай с левой, потому что она человек правила. И нужно от правил от этих отходить и быть более свободной. Шла на работу одной дорогой, иди другой, меняй. Вот, и меняй с каких-то мелочей, начинай изменять свою жизнь, и, возможно, потом вот оно пойдет, шестеренки закрутятся, да, и вот этот механизм весь заработает. Второе, вот, конечно, проработать свои обиды, травмы с психологом обязательно, чтобы не тащить это все. И третье, вот она говорит: я мечтаю переехать, вот я чувствую, что вот мое счастье не здесь, там, например, а где-то там в Турции или где-то. Я вот здесь понимаю, что человек строит такие иллюзии, что вот где-то там ему будет лучше. И здесь, конечно, самое главное, что я хотела сказать, что куда бы ты ни поехала, ты берешь везде с собой себя. И самое главное, чтобы тебе было комфортно самой с собой. И даже не со второй половиной, с которой ты хочешь склеиться и быть одним целым. Нет, целым ты должна быть сама и для себя. Вот я очень желаю ей встретить своего мужчину, но только чтобы эта встреча больше не была для нее печальной и болезненной. Когда женщина ищет мужчину, давайте вспомним про Золушку. Она не искала принца, она помогала другим людям. И поэтому переключить внимание снутри, что мне нужно, что я могу другим людям сделать, которые рядом со мной. Это элементарно, это сходить в приют, погулять с собакой, и ты мир другого существа изменишь, или там помочь бабушке какой-то, да, но это сделать от сердца. И чем больше ты будешь сердечко свое открывать, оно будет теплее, 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 потому что когда ты помогаешь другим людям, в тебе любовь, вот этот поток, он просто идет. А на этот поток идут мужчины. Они не идут к женщине, которую они просто интуитивно знают, когда женщина что-то от них хочет. А когда вот в любви, в потоке дать, да, замени вот это желание получить мужчину и замени на желание дать что-то другому человеку. И этот поток любви, его невозможно будет не заметить. Ты будешь заходить в зал, и будут видеть только тебя, потому что это свет, это сердечко будет светить. Мои вот такие тебе пожелания: переключись с внимания «хочу найти мужчину», хотя тебе показали причину, мы трансформировали, это все у тебя сейчас по-другому пойдет, но ты же хочешь мужчину не просто как абы какого, да, вот. Смотри, кому ты можешь помочь, кроме своей дочери, естественно, да, это твоя дхарма, так сказать, вот, поэтому и ты после сеанса, я видела, как ты потеплела, и вот до этого был холод во взгляде.
такую отстраненность, даже я это чувствовала, да, как женщина, я специалист, я это чувствовала, а мужчины чувствуют еще больше. А после сеанса у тебя потеплело в глазах, ты оттаяла. И поэтому, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы сердечко оттаяло, нужно переключиться от «что нужно мне», что я могу для других сделать. И тогда чудо произойдет. Вот ты не поверишь, когда ты важность это уберешь и переключишься на другое, это работает вот 100%. Поэтому я тебе желаю, чтобы ты нашла себя. Это прежде всего найти себя и полюбить себя. Полюбить себя не такой, какая я есть, и все, а просто принять со своими недостатками. И стремиться к осознанности, естественно. Поэтому молодец, что обратилась. Я очень верю в тебя и молодец. Что ты заберешь с собой из этого проекта? Во-первых, я забираю одно упражнение, которое мне рекомендовала Оксана. Это промасливание. Я его ежедневно делаю. Во-вторых, забираю благодарность. Каждый вечер я начала благодарить себя за что-то. В-третьих, забираю вывод, что не нужно все тянуть на себе. Я ни за кого не ответственна. Я ответственна только за себя. То есть у меня были проблемы, да, то, что там детско-родительские отношения. Я не должна тянуть родителей, не должна там стараться удовлетворить какие-то их потребности, которых они недополучили. Да? Я у себя, я должна себе. И самое ключевое – это истинная любовь к себе. Обнимать себя, ценить себя. И не пытаться быть просто вот бабы конем. Даш, если в течение года ты выйдешь замуж, ты нам фоточку пришлешь? Я и видео пришлю. И видео пришлешь. Да. Спасибо. Спасибо тебе, что ты пришла и что поделилась своей историей. Спасибо, Оля. Всем пока.